Ninker M-Box 11, вот так вот, на Twin Lake, на N150 процессоре, с гигабитным LAN, с USB-шечками 3.0, и знаете, достаточно интересная мини-ПК, бюджетный, конечно же, и конкретно для работы. Вот для работы, потому что на нем что мы делали? Мы на нем завели, скажем так, офисные приложения, видеоконференц-связь для обучения, какие-то там Excel и Word, включили доту, и тут уже немножко не для работы, да, Dota 2 гоняет, как в принципе и танки полноценные. В основном, в принципе, не для игр, поэтому рассчитывать на то, что это мега-игровой компьютер, вообще не стоит. Но то, что посмотреть на нем киношки, посмотреть какой-то IPTV, какие-то фильмы онлайн, офлайн, без проблем вы можете. При этом этот мини-ПК достаточно тихий, около 36 или 38 дБ, это очень-очень тихо, именно в максимальной нагрузке. При том, что это 4 ядра, 4 потока, да еще и фугашит по 3,6 ГГц. Так что, ребят, интересный такой вот вариантик, сейчас идем распаковываем, а потом тестирование и выводы. Ну что сказать. Итак, в комплекте коробочка, инструкция, вот такой вот блочок питания, который мы уже использовали некоторое время, на 30 ватт, вижу. Так, HDMI-чик, вот это у нас крепление для задней части компьютера. У нас есть два крепежа, два места посадочных для крепежа и винты крепления. Сами по себе. На самом мини-ПК. Спереди кнопка включения, 2 USB 3A, выход под аудио 3.5. Здесь у нас диффузоры охлаждения. Снизу, в принципе, тоже у нас, видите, для охлаждения все полностью в дырочках. В отверстиях, давайте правильнее говорить, то некоторые могут обидеться. LAN RJ45 на 1000 мегабит, отверстие под замок Kensington. Есть у нас HDMI-чик, DisplayPort, оба 4К 60 Гц и 2 USB Type-A 2.0. И вход у нас под питание. Слушайте, очень напоминает мне одну очень известную модель с вот этим вот вырезом. Но давайте, есть мысль, знаете какая? Да, раскрутите, посмотреть, что у нас есть там внутри. Так, это ножки снимаем. Все чинно-благородно сделано. В принципе, стандартно для всех мини-ПК. Берем наши отверточки. Кстати, ссылочку на отверточки могу закинуть в описании под видео. Уже много-много лет мы ими используем. Мы их используем уже, я не знаю, сколько там, надо понять, какие у нас там винтики. Да. О, есть, да. Оп. И все, поехало. Так, есть. Вытрусили. 4 винтика. Все как должно быть. Теперь следующий этап. Я хочу посмотреть, насколько у него здесь все сделано для людей. Итак, есть у нас ShareTronic память. Стандартная, DDR4. Под UM делают. В принципе, нормальная память, я вам скажу. Обыкновенная. Ничего примечательного. Смотрим на маркировочку, если кому интересно. То есть здесь все есть, пожалуйста. И есть SSD 2 диск. Это простой M2 2280 SATA. Я думаю, что сюда можно NVMe-шечку влупашить, потому что материнская плата должна поддерживать NVMe. Вот таким вот образом у нас все выглядит. Снизу, вот, пожалуйста, сам по себе охладитель. Слушайте, достаточно добротно все сделано. Я думаю, что можно собирать и тестировать дальше. Смотрите, какая плата чистая, смотрите. То есть нет ни остатков припоя, ничего тут, ну, достаточно качественно. Ладно, мы поняли, переходим дальше. Ну и так, смотрите, мы на AliExpress и не зря. Во-первых, мы прямо сейчас на этом компьютерчике, и мы браузерим прямо на этом вот Ninker M-Box 11 мини-ПК. Стоимость его вы видите, ссылка в описании под видео, конечно же, и нажимайте колокольчик подписаться, чтобы не пропустить, вернее, подписаться и колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши видео. Слушайте, ну заявляются они о том, что здесь Lake N, да, вот N150 у нас Twin Lake, Intel Twin Lake. 243 грамма, он 10 на 10 на 3 сантиметра. Есть у нас 16 гигабайт DDR4 и 512 SSD. Мы уже с вами видели его в разборчике. Дальше у нас здесь расписано его охлаждение. Это, кстати, ноутбучное охлаждение. В принципе, что очень даже неплохо для именно мини-ПК. Есть поддержка мультимониторинга HDMI плюс DisplayPort. Это хорошо. Ну, так как у нас Type-C нет, я думаю, что завести еще один мониторчик нельзя, но они, в принципе, об этом и говорят.
И тут уже показывают варианты его использования. Да, там видеозвонки, конференц-связь, онлайн-классы, офисные задачи, принтинг, музыка и тому подобное. В принципе, здесь можно не только это. Можно и посмотреть видосики, посмотреть киношки, посмотреть IPTV-шечку, побраузить, поработать в соцсетях и поехали. 4 ядра, 4 потока, 3,6 ГГц. А это мы сейчас будем выяснять однозначно. Они его почему-то сравнивают с AMD 3200U, 3200U, у которого 2 ядра, 4 потока на... не знаю, зачем так сравнивать, 3.5, но они пытались что-то там сравнить, непонятно. Выбор непонятен, сразу говорю. Так, Windows 11, Ubuntu, у нас совместимость Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 5. Хорошо. Мы видим тут много всего написанного, в принципе, можете почитать сами, но мы должны с вами исходить из реалий того, что мы можем увидеть. И для этого мы сразу посмотрим на результаты PCMark 10 теста, который мы проводили. Здесь он набрал 3349 баллов. В принципе, это чуть немного выше, чем у N100, сразу говорю. И именно она выше зачастую в продуктивности и в Essential. В Essential это запуск приложений, видеоконференц-связь. В принципе, она здесь набрала отличные показатели по FPS. И именно действительно для этого оно подходит. Подтверждаю. И браузинг Score у нас, она отлично подходит для любого браузинга. Очень быстро открывает странички с мультимедиа-контентом, меньше 1 секунды. Очень быстро показывает картинки. Картинки показывают 60 FPS, анимированные 3D-объекты 143 FPS и практически любое видео онлайн оно спокойно воспроизводит. Мы можем посмотреть мониторинговые детали. Меня интересует конкретно достижение заявленных частот 3584, 3587, он 3,6 ГГц достигает беспроблемно, поэтому тут вот заявили, слава богу. По температуре среднее, то, что я вижу в работе, 40-60, максимальные пиковые значения в 76 градусов в определенных вариантах работы, но они пиковые, не постоянные, то есть скорее всего, ну тут 66, это нормально для мобильных процессоров, это именно мобильные процессоры, это абсолютно хорошие показатели. То есть в среднем, если посмотреть на его различные варианты работы, он не греется. И нас интересует еще, знаете что, нас интересует работа с таблицами. Так, сразу говорю, подходит для работы. 123 секунды рекалькулейт Монте-Карло. На N100 этот показатель больше 200 секунд. Это огромная база данных. Для этого подходит, но, чтобы вы понимали, здесь нет модуля искусственного интеллекта и 4 на 4 ядра, да, то есть поэтому у нас 123 секунды. Если брать там уже там какие-то 16 ядерные системы с модулем искусственного интеллекта, то это будет там 3-5 секунд. Здесь 123 секунды. Но это там не минуты, это вообще нормальный показатель. Именно для офисных компьютеров. Ну и само собой под Word вообще отлично подходит. Фоторедактирование, пожалуйста, без проблем. Рендеринг и видео, к сожалению, вынужден вам сказать, что это не подходит для рендеринга видео. На лету оно будет показывать 22 FPS, и вы фактически редактировать не сможете. Это я говорю вам правду, для того, чтобы не питал никто иллюзии. И даже если говорить о редактировании с прокси, то тут, ну, извините меня, все равно это будет у нас проблемно, потому что проц достаточно слабый именно для редактирования. Пишет Intel Core Alder Lake, ну, само собой. Всегда, когда обновляется линейка, у нас начинается с определением какая-то вещь. 6 мегабайт кэш 3 уровня, 4 на 4, именно потоки ядра. И тут уже пошло там DDR 4 в одноканале на 64 бит. Пожалуйста, один слот на SK Unix, кстати, неплохая память. И бенчить, ну не знаю, бенчить тут есть смысл, нет? Нету смысла здесь, я вам сейчас покажу чуть в другом бенчмарке. И мы с вами видим, что это Intel HD Graphics, в принципе, который еще неизвестен, но надо обновить, да, там наш GPU Z. И вот, пожалуйста, мы хоть и обновили, но все равно оно не распознает пока эту графику, поэтому ждем, когда будет обновлен GPU Z именно под нее. Если говорить о скорости сети, которая здесь установлена, то LAN RJ45 это у нас, пожалуйста, это гигабит, но мы сейчас видим на одном сервере у нас почему-то 300, сейчас обновим на другой сервер, переадресуем, посмотрим, что там покажет. Давайте 134 наш возьмем, посмотрим, что получится. Стартуем. Нет, то же самое. Это у нас не LAN RJ45. Это у нас Wi-Fi-чик, Wi-Fi 5 ГГц. Я что-то думал, что LAN RJ45. Что я так подумал, не понял.
Короче, Wi-Fi 5 с коннектом 433 канальной скорости. Это Wi-Fi 5 модуль. У нас показывает 340 на 300. Абсолютно нормальный результат для такого режима сети. Абсолютно нормальный результат. 2.4 при таких раскладах я даже не тестировал бы, потому что старый стандарт и больше, чем 100 на 100 рассчитывать не приходится. Зато 1000 мегабитный LAN, пожалуйста, 1000 мегабит, 1 гигабит вообще без вопросов. 985, поэтому по портам тут все как бы вообще не вопрос. По сетевым возможностям давайте смотрим 984 на 990. И пока он там загружается, мы сразу грузим ютубчик. Объясню. Видите, как все быстро загружается. То есть вообще нет вопросов. Давайте геоплейсы наши найдем. Вот, смотрите, мгновенно практически. То же самое. Мгновенно включается, мгновенно разворачивается. Быстрый, интересный. Давайте 4К попробуем. Ну, статистику покажет. 4К идет с одиночными дропами. 4К 60 FPS. И все. И вот у нас потом одиночные дропы 1 на 100 идет. Все, 4К он декодирует. 4К декодирует с одиночными дропами. 2К 60 FPS. 2К 60 FPS будет декодировать. Ну, тут еще надо на видео сделать поправку. Подождите. 4К фильм он будет 100% декодировать отлично, потому что он 24 кадра зачастую. Это я уже включил ему. А ну давайте, вот мое тоже 4К видео. Только 30 FPS, более такой киношный формат. Смотрим. И одиночные дропы 10 на 400. Ну, 2К. 2К. Давайте рассчитывать на 2К. На полноценных. Это конкретно по YouTube. Вот, пожалуйста, 2К 60 FPS. Отлично. Визуальные подергивания, не обращайте внимания. Это писала камера. Так, дело в том, что это было записано с дрона. Поэтому есть такие моменты. Слушайте, ну отлично. Давайте попробуем, знаете, что еще хочу попробовать? Так, пробуем телеканалы повоспроизводить. Слушайте, ну тут вообще как бы вопросов не должно было быть. Так, включилось. Давайте еще один включаем. Переключается мгновенно. Слушайте, ну для браузинга, для мультимедиа, пожалуйста, смотрите все, что хотите. Нет никаких ограничений. А знаете, что еще можно делать? Играть в танки, в полноценные, в большие нафиг танки. Смотрите, и при этом с очень хорошим FPS. Да, это не самые максимальные настройки. Смотрите, в настроечках мы можем посмотреть. В графике у нас есть 6 секунд, что это у нас низкие настройки. Можем поставить средние. На средних это у нас будет в среднем 60 FPS. На низких настройках это 80, 90 до 100 даже. Но в принципе для танкистов пойдет. Так чисто по фану, где-то по вечерочкам под пивко, да, там поиграть, в принципе нормально. Непрофессиональному танкисту. Знаете, хотите профессионально танковать, компьютер нужен совсем другого уровня. Но при этом на этом действительно можно поразвлекаться. Можно поиграть в такие игры, как Hearthstone. Можно поиграть Diablo 3. Можно поиграть танки. World of Tanks Blitz. Это полноценные танки, на секундочку. Можно поиграть, я сейчас попробую Dota. Конечно же, не PUBG, не такого там Counter-Strike. Можно попробовать на самых низких. Но назвать это комфортным геймингом, к сожалению, увы, не получится. Давайте сейчас тут просто сольемся очень быстро. Сейчас там мне прилетит какая-то. Вот меня запалили. Давайте, здравствуйте, с добрым утром, буратинки. Мы попали. О, хорошо его тогда ряданули. Хорошо ряданули. Прям. И тут меня пошел какой-то там другой танчик шмалять. Здравствуйте. Нате, все, с добрым утром, буратины. Мы закончили наш выезд. По поводу тестов, да, то есть если оценивать, допустим, Photoworks это реальные условия работы, например, там с графикой, фотографиями. То есть он загружает в память огромное количество данных, потом их обрабатывает, рендерит, замеряет время, и мы получаем какое-то сравнение. Именно по сборкам, не только сам проц. Это очень классная чекмейт, это у нас сухая математика, скажем так. Поэтому мы сейчас увидим реальную производительность самой сборки, а потом сделаем чистую синтетику. И тут мы видим, что он работает приблизительно как 6-ядерный Core i7-990, либо 4-ядерный Core i7-4700 HT, что в принципе очень даже неплохо. Он быстрее, чем 8-ядерный FX8350. А этот проц, несмотря на там какие-то цифры, достаточно производительный на текущее время. И 12-ядерный Opteron в том числе. То есть я вам скажу, что именно для работы
чисто по фану там посмотреть какую-то киношку, он более чем сгодится, ну более чем. Давайте чекмейт запустим, посмотрим. В чекмейте сухая математика, это примерно, вот как смотрим, шестиядерный Core i7 39500, либо шестиядерный Core i7 49300K. Выше 16-ядерного атома, выше шестиядерного Core i7 990X. Кстати. Но по температурам вы уже видели. По SSD-шкам, что у нас здесь стоит? Стоит у нас здесь SATA 600, SATA 3 диск. В принципе, рассчитывать на какие-то быстродействия выше 500 мегабайт в секунду. 500 мегабайт в секунду, чтобы вы понимали, сейчас скажу в мегабитах или в гигабитах, давайте. В мегабитах, да, это у нас получится. Если, вот я сейчас, я вам вангую, в принципе. Будет 500, ну это 4000 мегабит. Да, нормально. Давайте стартанем и посмотрим, что у нас получится. Температуру можно даже не проверять. Объясню. Дело в том, что SATA 600 диски, они не греются практически. То есть 50, 54, 60 градусов вы никогда не достигнете. 537 мегабайт в секунду. Ладно, ждем конца теста. Я сразу вам все покажу. Как я и говорил, 542 на 507, ну я вот прям в воду глядел. Да в принципе, что там понимать, я знаю эти SSD-диски и как они работают. Тут ничего новенького нам не предвещало. А вот чего хочется попробовать, это дотку, да? Вот я не знаю, пойдет здесь дота на этом мини-ПК или нет. Вот серьезно, меня, кстати, спрашивают, нафига ты тестишь на Хардстоуне? Хардстоун работает везде, фактически. Даже на старых каких-то виндовых планшетах я запускал, он реально более-менее сносно на виндовых планшетах идет. На мини-ПКшках на N100 она идет, на N150 уж тем более пойдет. Давайте пробовать доту. Вот дота прям интересно. Так, главное меню. Давайте попробуем. В настройках графика у нас стоит сейчас, ну, самая быстрая, короче, вот так вот. Под, DirectX 11 есть и Vulkan. Ну, Vulkan здесь вообще не вариант ставить. Короче, ждем. Да, с такой графикой, конечно, это такое себе дело, но посмотрим. А вообще, вот я сейчас на демке бегает, но я думаю, что в военных баталиях, ну давайте все-таки до баталий дойдем, что в военных баталиях это будет, конечно, проблемка. Поэтому, давайте, сейчас матч ищет, поэтому я вам серьезно говорю. То есть Hearthstone подобные, StarCraft, даже можно поиграть, я вам серьезно говорю, StarCraft 1, StarCraft 2, пошло. StarCraft 1, StarCraft 2, танки полноценные, карточные какие-нибудь казуальные игры, пошаговые стратегии любые, то есть, по сути, цивилизацию можно поиграть, попробовать. Я на нем играл Герои 3, у меня купленные в Стиме. Так, и вот дошел до доты, хочу попробовать. Ну да, графика, конечно, такая себе. Сейчас посмотрим. Так, ну и смотрим, что у нас получится. Просто оцениваем быстродействие. Слушайте, а ничего так. Да ну не, нормально, ребят. Поиграть можно, даже в дотку погонять можно немножко. Даже в доту погонять. Давайте пойдем уже сольемся куда-то. Опа, здесь пушечка, все понятно. Сейчас я получу пилюлей. Вы уж простите меня, соратники по доте, но я должен был проверить своим подписчикам, как работает дота на этом мини-ПК. Ну и напоследок, конечно же, офисные приложения. В том плане, как мы тестируем работу с офисом. То есть мы создаем матрицу, при этом которая что-нибудь вычисляет. Нам, допустим, здесь что-то умножаем. Здесь, давайте scroll log, давайте вот. Здесь у нас будет ячейка умножается еще на что-то. Здесь у нас будет сложение этих двух ячеек. То есть по факту мы берем и начинаем это все дело растягивать на какие-то большие массивы. И каждый раз, когда ты копируешь, грубо говоря, растягиваешь, эти массивы рекалькулируются. По сути, это вот именно часть теста, вот Recalculate Monte Carlo. Мы сейчас вот пару тысяч строк оставляем и ждем. Это нормально, что вот оно сейчас подвисло. Ну, оно не подвисло, оно не заполнило пока. Оно вставляет и рекалькулирует каждую ячейку. И, пожалуйста, оно скопировало, все сделало. Теперь попробуем вот эту вот огромную матрицу. Она действительно огромная у нас получилась.
Смотрите, она вся скроллится, но здесь она одинаковая везде, поэтому вот она. Мы можем ее взять и, например, скопировать куда-то в другое место. Вот большое. Тут уже даже не помещается никуда. Давайте отметим большую матрицу, скопируем и вставим сюда. Смотрите, мгновенно вставляет. Слушайте, ну с большими базами данных и таблицами он спокойно справляется. Поэтому, ребят, переходим и... Я не буду это сохранять. Переходим и делаем выводы. В качестве выводов скажу. Немножко дорого, как мое мнение, но в принципе имеет право на жизнь. Неплохо, если чуть-чуть еще оптимизировать, уже можно использовать для более интересных вещей. Поэтому мои рекомендации есть в плане работоспособности, в плане того, что он может делать, скажем так, и его сборки. В остальном всем я вам уже все сказал. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.